Так, это снова Илья. Хотел бы обсудить сегодня тему предназначения. Вообще, само по себе это определение предполагает, что человеку предназначено нечто. Да я и сам задавался подобным вопросом. Сама специфика этого понятия уже означает предопределенность, но употребляемая в контексте вопроса, да, то есть как найти предназначение, она означает, что человек не знает своего предназначения, но хочет его определить. И я, когда задумываюсь о предназначении, вспоминаю математику, вернее то, что она была, есть и будет для меня набором непонятных и бессмысленных иероглифов. Мы как бы существуем с ней в параллельных вселенных. Так вот, предназначено ли мне заниматься деятельностью, связанной с математикой? Я думаю, что нет. Да и не имеет даже смысла задумываться об этом, так как математика для меня изначально была непонятна. К чему я вообще заговорил о математике? К тому, что многих людей начинают ломать с детства их тупые родители, заставляя заниматься тем, к чему у них нет склонности заниматься. А ведь именно исходя из склонности к чему-либо, человек должен выбирать свою деятельность. Ведь не всем же суждено стать математиками, потому как не у всех есть склонность к пониманию ее, как, например, у меня. Следовательно, если мы имеем в виду под предназначением именно склонность к чему-либо, то в выборе своей деятельности нужно исходить именно из этого. И, как мне видится, нужно руководствоваться чувством, а не рациональными соображениями. Пример деятельности с моим YouTube-каналом. Допустим, на примере деятельности с моим YouTube-каналом. Недавно у меня появилось чувство, что это мне нравится, и что я не заставляю себя этим заниматься. Я испытываю радость от мысли, что я проснулся не зря, ведь я сейчас буду продолжать делать контент для своего канала, тем более, что конструктивная реакция моих подписчиков дополнительно стимулирует меня к этому. В данном случае смысл деятельности для меня формируется в таком живом процессе, то есть он не сформулирован мной рационально. Я встаю, сажусь за ноутбук и начинаю взаимодействовать со своей аудиторией на почве ее интереса к моим видео. Я не думаю о том, что будет завтра или послезавтра, так как для меня этот интерес протекает в настоящем моменте. Правда, есть одна особенность, по крайней мере, она есть для меня в этой деятельности. Она заключается в том, что я постоянно смотрю на результаты в виде новых подписчиков и количества просмотров с комментариями. Мое отношение к деятельности как к чему-то ограниченному. На данный период жизни я уяснил для себя то, что я формировался как человек среди очень и очень ограниченного окружения. В отношении добычи пресловутого заработка на жизнь этот фактор не стал исключением. То есть меня учат тому, как мне поступать люди, которые считают, что деньги не достаются легко. Ведь для этого нужно каждый раз вставать на работу, контактировать с людьми, от которых тебя тошнит. И эти люди учат меня, как мне поступать в жизни.
Естественно, что жизнь в окружении таких людей не могла не сказаться на моем отношении к заработку денег и к тому, как как мне в целом поступать в жизни. У меня всегда интуитивно было ощущение, что есть какая-то другая жизнь, когда ты просто занимаешься тем, что тебе нравится, никак не обосновывая эту деятельность для себя рациональными доводами, одним из которых, например, в моей профессии являлся престиж. В моем представлении одним из способов реализации предназначения является как раз-таки деятельность. Хотя представители моего родственного окружения сказали бы, что это все чушь, и иди работай на наемную работу. Заголовок. Предназначение слишком идеалистическое понятие. Знак вопроса. Сторонники делать ради денег то, что не нравится, могли бы сказать, что предназначение – это слишком идеалистическое понятие. И деятельности, в которой оно могло бы быть реализовано, не существует, как не существует и самого предназначения. Отчасти с этим можно согласиться, но только в том, что, как мне кажется, предназначение не может быть постоянным, когда ты занимаешься чем-то одним. Ведь так или иначе ты судишь о реализованности себя по некоему отклику от людей, на которых ты влияешь своей деятельностью, а люди, в свою очередь, постоянно меняются вместе с тобой.